Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, как кормить свиней, чтобы они побыстрее росли, кормов использовали как можно меньше, да еще при этом, чтобы мяса на выходе было побольше, а не сало. Сало – это тоже очень хорошо и вкусно, но несмотря на все достоинства сала, рынок требует побольше мяса. Понятно, что для того, чтобы свиньи откармливались быстро, необходим сбалансированный рацион. И чем точнее будет это балансирование, тем быстрее будет темп роста свиней и тем меньше кормов будет использоваться при этом. Для роста свиней нужна энергия. Когда энергии в рационе мало, то тогда это приводит к перерасходу кормов и увеличению сроков откорма. Когда в рационе энергии много, то это тоже не есть хорошо. Мы это рассмотрим. Лишняя энергия откладывается в виде жира, то есть сала. Но свиньи быстрее от этого не растут. Энергии в рационе должно быть столько, сколько требуется организму свиньи для реализации своего генетического потенциала. Кроме энергии, для обеспечения высокой интенсивности роста свиней и особенно для свиней на выращивании и откорме очень важное значение имеет уровень не только энергетического, а и протеинового питания, которое в свою очередь обуславливается качеством протеина и его аминокислотным составом. Для полноценного роста свиней важен оптимальный баланс аминокислот, а не общее количество белка или сырого протеина. Протеин, входящий в рацион свиней, должен содержать 10 незаменимых аминокислот. Я не буду сейчас все их перечислять, но недостаток хотя бы одной из них даже при избытке общего белка приводит к замедлению роста и развития животных, а также к снижению репродуктивной способности, и так далее. Можно еще долго перечислять, к чему приводит недостаток протеина в рационе, но не в этом суть. Высокую продуктивность свиней можно получить только при использовании рационов с необходимым количеством полноценного протеина. То есть такие рационы должны содержать все незаменимые аминокислоты. Причем аминокислоты должны быть в том количестве и соотношении, которое необходимо для нормальной жизнедеятельности свиней. Особая роль принадлежит лизину. Лизин является главной лимитирующей аминокислотой в рационах свиней. Именно лизин определяет использование всех других аминокислот, а следовательно и протеин рациона в целом. Если лизин брать за 100%, метионина в рационе должно быть 60%, трианина 66%. И это соотношение касается и всех остальных аминокислот. Не буду сейчас на этом подробно останавливаться. И если добиться максимально правильного соотношения аминокислот в рационе, то таким образом мы максимально приблизимся к идеальному белку. И что интересно отметить, что при этом общее количество сырого протеина в рационе уменьшится. То есть при экономии кормов нам удастся увеличить привесы и сократить сроки откорма. При дефиците протеина снижается переваримость кормов, в связи с чем наблюдается перерасход аминокислот. И вот здесь надо учесть, что при скармливании большого количества протеина аминокислоты, которые поступили в организм свиньи с избытком, нигде не складируются. Они распадаются, при этом питательность рациона снижается. Свиньи постоянно нуждаются в их поступлении. Нельзя допускать как избытка, так и дефицита протеина в рационах. Еще раз акцентирую ваше внимание, что подбирая белковые компоненты корма, важно обращать внимание не на общее содержание сырого протеина, а на уровень усваиваемого лизина. В структуре производимых сегодня комбикормов преобладает преимущество зерно злаковых культур, подсолнечный шрот, отруби пшеничные, содержащие незначительное количество лизина. Дефицит лизина в некоторых кормах достигает до 20%. В этом случае разницу между нормами аминокислотной потребности и содержанием незаменимых аминокислот в комбикорме можно восполнить за счет ввода кормов животного происхождения, а также препаратов синтетических аминокислот. При подборе компонентов и их процентного соотношения следует учитывать и биологическую доступность лизина в кормах. Например, усвояемость лизина сои, пшеницы, кукурузы составляет около 80%, ячменя 68%, а гороха где-то около 65%. Достаточное количество лизина в рационе важно. Очень важно и соотношение аминокислот в корме, но еще не менее важно также учитывать и соотношение протеин-энергия. При высокой концентрации протеина по отношению к энергии белок кормов не может полностью использоваться для синтеза белков организма свиней, даже если соотношение белков в рационе и оптимальное. Излишний протеин метаболизируется и вызывает повышенное выделение азота с мочой. Если же протеина
по отношению к энергии недостаточно, то востребованное ее количество используется для образования жира, то есть сала. Если в корме будет нарушено соотношение аминокислот, то усваивание их организмом всегда идет по лимитирующей аминокислоте, то есть по той незаменимой аминокислоте, которой в корме меньше всего. Все остальные аминокислоты будут практически транзитом выводиться из организма свиньи. Не совсем транзитом, но использоваться этот очень ценный компонент корма будет крайне неэффективно. То есть все эти лишние аминокислоты будут распадаться до углеводов, которые пойдут на образование энергии и которые потом превратится в сало. При этом продуктом дезаминирования будет азот, который будет загрязнять еще к тому же окружающую среду. О запахе свинарника я уже и не говорю. Второе плохое, так это то, что будет наблюдаться колоссальный перерасход дорогого зернового корма. Ведь зерновые корма сейчас дешевыми не бывают. А третье, к большой печали свиноводов, так это то, что в таком случае будут значительно удлиняться сроки откорма, а привесы будут маленькими. О перерасходе кормов я уже сказал, корма будет идти немерено. Ситуация, когда свиньи плохо и долго растут, часто наблюдается там, где поросят кормят каким-то зерновым монокормом. Например, только пшеницей или ячменем. Кстати, у пшеницы лизина не так уже и много, даже меньше, чем в ячмене. Поэтому у таких поросят уже с раннего возраста начинает наращиваться преимущественно не мышечная, а жировая ткань. Да и растут они очень долго. Например, если кормить свиней только зерном, пшеница или ячмень, то вместо необходимых 15-17% протеина в рационе его будет только 10-11%. При этом незаменимых аминокислот в таком корме будет только 30%. Поэтому и привес будет только 30% от того, что генетически заложено в поросенке. То есть вместо 500-600 граммов в сутки, в лучшем случае можно получить только 300 граммов. А если при таком рационе заменить часть зерна на картофель, например, то стоимость рациона снизится, но привесы будут еще меньше, так как снизится и белок, и калорийность такого рациона. Из-за этого срок откорма удлиняется, затраты кормов возрастают в 2 раза и более. Туша из-за дефицита протеина и избытка калорий получается слишком жирной и с невысоким убойным выходом. Сразу же напрашивается вопрос, так а где же выход? Выход есть. Первое — это правильная компоновка зерновых компонентов. Нельзя кормить каким-то одним видом зерна. Надо смешивать зерновые компоненты так, чтобы получать наиболее оптимальную смесь аминокислот. Второе базируется на первом. То есть сначала правильно смешиваем доступные зерновые компоненты и потом добавляем в корм различные белковые добавки. Только так мы сможем получить идеально сбалансированный по протеину и энергии рацион. Рацион должен быть сбалансирован и по всем другим незаменимым аминокислотам и компонентам. Без этого высокой продуктивности не получить. Всегда надо сочетать оптимальные уровни протеина и аминокислот с правильным потреблением энергии. Как правильно балансировать рацион? При помощи каких зерновых кормов, включая бобовые, при помощи каких кормов животного происхождения, а также различных синтетических добавок мы будем рассматривать в наших последующих видео. А пока на этом все. Высоких вам привесов и быстрого откорма. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!